Приветствую всех подписчиков и зрителей своего канала. Ну что, друзья, вот и начинается моя экспедиция. Начинается она, как обычно, здесь живущих на севере, с аэропорта, с самолета. Сегодня мы летим прямым курсом на Норильск. А дальше я буду двигаться уже наземным транспортом на Толнах. Поехали! Добрался я до Норильска, летели 1,5 часа, полет был отличный. Теперь еду на машине в Толнах. Добрался я до своего коня, загнали в гараж на тайку. Чуть подзамело его здесь, не страшно. Сейчас оттает. Завтра начнем потихоньку монтажить подогреватели, утепляться. И в путь. Ну что, друзья, процесс идет. Конь оттаивает. Ну, наверное, сегодня не будем мы его запускать. Пускай ночь постоит, погреется. Сейчас перекатим его, чтобы не мешался он тут заезжать технике. А завтра уже приступим. Первым делом поставлю ПЖД бинар. Потом подутеплиться, планар в салон. Ну и так по мелочевке. Хочу вот здесь над крылом сделать крепление для канистр 30-ок пластиковых. С этой и с другой стороны. С лета простоял он тут возле гаража. И ободрыши не подвели, даже ничего не спустило. Передняя левая чуть-чуть приспустила. Но это совсем чуть-чуть. Уже пошел 5-й день. Казалось бы, готовые машины. Но не так все просто. Короче, целый день заняло на установку ПЖД бинар. Тут темно, блин, плохо видно. Вот он, бинарчик стоит. И так как машина для севера, естественно, я занялся вот такой штукой. Тут еще не доделано. Все это обклеиваю пенофолом самоклейкой. Кунг. Здесь полы буду все обклеивать.
Короче, работа кропотливая, столько времени забирает. Вот такие вот хорошие канистрочки приобрел я с широким горлом. А для чего с широким? Чтобы можно было использовать погружной насос на 12 вольт, так как он не лезет в стандартную канистру, да и в полтинник не лезет, а в эти самые то будет. Вот балочку поставил, двигатель сейчас с винт-рукавом закрываю, поддон точнее. Ну, я думаю, что неделя у меня уйдет на все подготовки. Так что будем заниматься. Ну что, друзья, работа у меня продолжается. Точнее, уже подходит к финалу. С утеплением я закончил. Кунг, самоклейка пенофол. Сверху пока ничего не буду делать. Полы застелил. Тут у меня пенофол десятка, потом войлок идет, ну и резиновый коврик. Пока ничего не прикручивал, пускай уляжется. Завтра прикручу. Сейчас занимаюсь изготовлением багажника под канистры. Сейчас покажу. Вот напилил я для багажника. Короче, конфуз тут произошел. Попросил в магазине, где покупал металл, напилить мне по 100 сантиметров. За каждый пил они взяли с меня сверху по 70 рублей. И напилили 98, 102. Блин, товарищи рукожопые. Не скажу в каком магазине. Ну что, друзья, путешествие начинается. Стоим на КПП, выезд с Талнаха на Зимник. Не пропускает нас. Бюрократия даже в тундре. Домой не пускают. Будем ждать, пока там начальнику дозвонятся. Друзья, пропустили нас с горем пополам. Все, выехали. Сейчас едем пока еще по приличной дороге. Скоро будем выходить на Зимник. Присутствует дрожь в коленях, волнение. Сказать, что я волнуюсь, значит ничего не сказать. Ну, дай бог прорвемся. Приехали на Зимник. Все, КамАЗы у нас валятся. Колея разбитая. Я пока вроде еду нормально. Тут 3 раза.
началось. Копаем КамАЗы. Снегу навалило полно. Короче, друзья, вторые сутки, точнее даже, наверное, второй день нашей долбежки. Все забито снегом. С утра у меня неприятность была уже. Побежал патрубок нижний. Ой. Патрубок сделали, потом подумал, прихватила соляр. Ну, блин, на улице не такая уж и погода морозная. Короче, выяснилась такая ерунда. Бак стоит у меня от Ниссана какого-то, сейчас не помню. Но факт в том, что он от бензиновой машины стоит. Там внутри в баке стоит фильтр, сеточка. Ну и, соответственно, на улице похолодало, соляра подгустела, ну и все, и перестала закачивать. Ну, пришлось разбирать, доставать эту сеточку. Ну, я отверткой пробил ее, дырок 5 сделал. Ну, вроде, слава богу. Потом, короче, блин, перестала греть печка. Травили воздух, травили что-то, ну никак, блин. Хорошо есть планар, включил планар, проехал вот километр, прям заработала печка, слава богу. Вот такие вот дела. Ладно, будем долбиться дальше. Проехали мы где-то 28 километров всего. Беда. Ужин. Дорога очень ужасная. Вот сейчас в горы поднялись. Здесь выдуто. Но опять же это на вершинах, а в распадках забито все. Печально. Ну а что делать? Поедем дальше. Очередной день нашей поездки. Встретили КамАЗы. Дорога здесь вроде более-менее. Едем потихоньку.
Переправа. Я проскочил. Ну и понятно, вес он во мне, как в муравье по сравнению с КамАЗом груженым. Пятиться задом, потому что в случае, если провалится, и выехать легче, ну и морду не сломаешь, обвесы пластиковые. Отлично, вообще даже не провалился. Перед этим проезжали, проваливались. Ну, слава богу. Ну вот, до Волочанки 70 километров осталось. Дорога, сами видите. Ужасная колея. Ужасная колея. Тут колеи нет, вон КамАЗы бьют. Как вам снега, ребята? На камере плохо видно. Вот пол машины снега. А то там в ютубе все на ободрышах ездят по колено. Вот где надо тестировать. Ободрыши здесь ни хрена не пойдут, ребят. Я не знаю, как здесь вообще трикол пойдет ли. Следов не видно триколовских. До этого ездили месяц назад. Но вот мужики, с которыми я еду, они вот неделю назад здесь проезжали. Говорит, тут трава была. То есть тут неделя пурги вот эта, которая была в Толнахе, в Норильске, забила напрочь все. Вот и пятимся. Еду я на автомате. Вчера по неопытности ехали по реке. Начала коробка греться у меня. Ну это я, балбес, привык в городе на автомате ездить. Дэшку врубил и попер, блядь. Еду и ничего не пойму. У нее температура херачит и херачит, блядь. Скорости начали прыгать туда-сюда. Третья, вторая, потом вторая только осталась. Ну вот ребята мне подсказали, блин, водители опытные. Сказали: Денис, ну ты чё, по трассе что ли катаешься? Объяснили, как надо ехать на автомате в таких условиях. То есть, грубо говоря, автомат в таких условиях ну ничем не отличается по комфорту от механки обычной. Дергаешь этой же рычагом так же, как кочергой механической. Кому интересно, как сам процесс происходит. То есть, ну понятно, здесь на двоечке только едешь. Места попадаются, вот на озеро выезжаем, смотрим, снег какой глубины. Можно дэшечку включить, но без напряга так, натяжечку, не рвать. Все, как только видишь, начинается вот такая колея в тундре, вот где кустики. Здесь снег более рыхлый. Двоечку. Потом смотрю, если колея вспаханная КамАЗами, на элечку. Ну и вот так тихим сапом. Ну, главное же ехать, чтобы матчасть не страдала.
знаю, кто что скажет, там автомат, механка. Почему я взял автомат? Ну, во-первых, я больше, наверное, машину брал для лета, по тундре ездить. А почему автомат? Ну, Сокол был, как бы, ничего. Нормально, автомат не капризничал. Ну, там тоже с прицепом ездишь, только на двоечке. Без прицепа дэшку можно. Но опять же от дороги все зависит. А машина совершенно другой. Ну тут Сокол-то вообще не поедет, конечно. Вообще не поедет. Даже по колее не поедет. Вот. Едем мы третьи сутки. Какие беды у меня были. Беды у меня были: патрубок дюралевый, нижний, с термостатом. Сначала думали прокладка. Прям ссал тосол из-под нее. Все сняли. Герметиком прошлись. Поставили. Поехал. Залили тосол. Благо было у меня 5 литров. Погнали. Проехали километров 20. Все, у меня печка задула холодным. И поперла температура. Ну, понятное дело. Останавливаюсь. Двигатель на пределе. Ну, конечно, в красную зону не загонял я его. Нахер надо. Эти движки очень боятся перегрева. Ну вот, блин. Короче, потарахтел он у меня. Полез под капот, не понял, блин. Опять херачит оттуда же, блин. А снимали его ночью, точнее рано утром, в темноте. Ну и что-то, видать, проглядели. И, короче, там ребята курьез такой. Я вообще, блин, первый раз такое вижу. Короче, блин, свечу фонариком, блин, мне чуть херово не стало. Думал, патрубок лопнул, дюралевый. Блять, потом смотрю, вроде сыт так ровно, блядь. Не как бык поссал, а прям ровненько. Блять, снимаю опять патрубок и вообще ничего не могу понять. Такое отверстие, как будто просверленная дырка там, блядь. Ну, отверстие это с ровными краями, а дырка, как уже понятно, с кривыми. Короче, дырка там. До того съела дюраль. Короче, сгнил дюраль. Мужики, естественно, ушли передом. Вот здесь элечку поставил. Я ломаю голову. Взял болтик на 5. Нарезал в этой. Из этой дырки, короче, сделал отверстие. Думал вкрутить его туда. Двоечка пошла. Ну вот, вкрутить его думал с резиновыми прокладочками. Ну, ребята подъехали, говорят, не выдумывай. Есть такая хрень. Ну, я, конечно же, ее знал, и, конечно же, у меня ее нету, про эту хрень. Холодная сварка. Взяли мой патрубок, они зачистили. Вот здесь однерку зачистили, обезжирили спиртиком, замазали. Вот. И поставили. Я спрашиваю, ух ты, блин. Я спрашиваю, что держать-то будет? Ни хрена тут снега, блин. Блин, вообще, конечно.
брюхом, блядь, шкребу. Да. Короче, ребята говорят, конечно, будет держать. Говорит, мы раздатку ей клеили, трещину. Я говорю, ну понял, все, поставили, ну и все. Погнали, короче. Пока держит. Потом ехали мы уже ночью по реке. Ребята вперед ушли. Короче, еду я, у меня бац, машина заглохла резко. У меня вот это, да, блин. Темно, луна. Я ключ поворачиваю, хер, ноль реакции. Электричества нету. Приборы все работает, свет есть, печка гудит. Полез, блин, под капот опять. Короче, минус отвалился на стартере. А там еще же это япона мать фишка, блин. И как раз под корень, блядь. И провод толстый такой, блядь. Плохо я ее там мучился, снимал, блядь. Короче, пока снял, один из КамАЗов, Николаевич, вернулся за мной. Пока снимал, блин, замерз. Давай планар запускать. И планар у меня навернулся, блядь. Все не слава богу, блядь. Короче, на веревке меня дотащили до места ночевки. 5 километров. Тут же мы фишечку эту сделали, я запустился. Ну и все. Переночевали. Ребята мне объяснили политику партии насчет коробки автомата. Ну и вот едем пока, слава богу. Ехать еще 450 километров. Спалил я 110 литров на 300 с копейками. Это с учетом, что я не глушил ее. Первый день только глушил. Ну вот так как-то. Поедем дальше. Такое бывает. Оба слетели с колеи. Добрались до Волочанки. Я, кстати, тут вот ехал по Бурановской дороге. Вот она. Вроде держит так. Ну, местами, где она, дорога Бурановская идет под берегом, естественно, там снег, валишься. Но я сильно еще и не сдувал, конечно, колеса.
Да и такое ощущение, что смысла нет большого в ободрышах что-то сдувать. Хотя хрен его знает. Сейчас до Хатанги все время по реке пойдем. Посмотрим, как снег, сама структура снега какая. Ну что, друзья, добрался до дому. Необычное такое у меня. Необычный финал видео. Каким-то загадочным образом пропало несколько файлов пути от Волочанки до Хатанги. Добрался до дома, в принципе, нормально. Такой небольшой обзорчик вы только что видели по поводу ободрышей, что это все ерунда, ободрыши. Тот, кто хочет ездить на настоящие зимники, я советовал бы, конечно, покупать заводскую резину. Ну, дорого, а что делать? Потому что намучился, короче, с ними, с этими ободрышами. Доходил расход топлива у меня по целику 30 литров на 50 километров. Ужасно просто. Двигатель при этом себя чувствовал, ну, очень плохо. Перегревы. Ну, не жуткие, конечно, перегревы, но все равно на грани так было все. Вот, пробовал спускать. Такой эффект обнаружил. То есть, если вы на заводской резине воздух выпустите из колес, соответственно, у вас машина упадет на обод, то есть полностью спустится колесо. А здесь такого эффекта нет. При полностью выпущенном воздухе колесо как стоит, так и стоит, только начинается залом. Ну, в принципе, и все, что у меня там было. Рассказывал я патрубок радиатора, потом по дороге сломалась крышка у меня радиатора. Как я это понял, тосол при расширении уходил в расширительный бак, как положено. При остывании двигателя тосол обратно не уходил в систему. То есть в системе получалось дикое разрежение. Все резиновые патрубки аж сжимало, то есть прижимало аж стенка к стенке. Ну а так, в принципе, ничего. Так, по маслу расход у меня где-то, путь получился 824 километра. По маслу расход где-то грамм 200. По дистопливу около 400 литров. Но опять же, промежуток от Волочанки до поселка Хита, так это километров 300, наверное, дикой колеи. Ну, вообще ужасная была дорога. Там и пониженная, и что я только не пробовал. Но не идет он на ободрышах по снегу. То есть даже вылазил на Триколовский след. След был от Трикола трехосника. Проваливается он даже по этому следу. Ну, потом я доехал до поселка Хита. Он находится 120 километров от Хатанги. И все. Накатанная дорога была там Триколами тоже. Выскочил я до нее и долетел. За 3 часа 120 километров проехал. И расход у меня составил где-то литров 15 дистоплива. Вот. Короче, делайте выводы. Но мой совет: приобретайте нормальную резину. Вот мой конь стоит возле дома. Слава богу, доехал. Вот здесь у меня находится расширительный бак над этой стойкой. Он бежал уже, переполнился весь. Ну, я надеюсь, что это пробка, а не газы. Ну, печка вроде дует горячим. То есть, если когда начнет двигатель газить, первым делом, конечно же, первый признак — это воздушит печку, и она начинает, соответственно, дуть холодным. Печка у меня работала штатно, кипяток. То есть весь путь я практически проехал в носках. Снял ботинки и в носках ехал.
По ходовке вообще нареканий нету никаких. Так, вроде осмотрел, все, карданы, раздатки, ничего не шумит, ничего не дергает. Вроде все нормально. Так что вот так. Сейчас заказал пробку с Красноярска, жду ее. Завтра привезут. Поставлю новую пробку, купил оригинальную. И будем пробовать запускаться. Все, до скорых встреч. Смотрите следующее видео, опять же про рыбалку на сети.